Привет! С вами Алена. И сегодня мы будем делать педикюр. И педикюр будет, как видите, непростой. Нет, сложность на самом деле не в том, что здесь у нас есть покрытие самым обычным лаком. Мы сейчас это все сотрем, но вот такой ноготочек немножко с сюрпризом. Это моя постоянная клиентка. И ей я, кстати, отказывала в покрытии. Ссылочку на то видео оставлю. И она проходила без гель-лака на ногтях, по-моему, где-то больше полугода. В общем, есть вот такая вот проблема. Здесь сбоку у нее нарастает кожа, она там собирается, но есть плюс, она ничего не чувствует, ей абсолютно не больно. В отличие от того видео, где, например, я обрабатываю пальчики Лизе, и она от этого действительно чувствует дискомфорт. А здесь же вот эти боковые сухие участки кожи абсолютно не мешают моей клиентке, но тем не менее это не значит, что нужно их там оставлять. Конечно, мы все уберем. Обработку я начала с пенки. Картинку я вам выводила, если что, ссылки также будут в описании. Это новая пенка от Domix. И дальше мы будем использовать жидкость для снятия типс. Она мне, честно говоря, больше всего нравится в качестве снятия лака, вот особенно когда блестки. В общем, здесь есть кое-какие нюансы. Я использую ватный диск и какое-то время приложив держу для того, чтобы подрастворить лак. Но всегда случается так, что если в лаке есть крупные блестки, как у нас, вот такие большие кружочки, они будут очень тяжело смываться, какая бы у вас жидкость для снятия ни была. Тут либо замачивать прям в ацетон содержащей жидкости под фольгу, либо можно проигнорировать наличие вот этих кругляшков, и дальше покажу, как я их спиливаю просто алмазной фрезой. В общем-то, они не особо мешают, и, наверное, это меньше из зол. Хотя сегодня смывала и думала, что было бы неплохо приобрести базу пилов. Закажу на Валберес, возможно, потом сделаю обзор, если она того стоит. В общем, достали кусачки и сейчас убираем длину. Пока я срезаю длину, давайте я обрисую ситуацию. Здесь есть сложность в этих ногтях. Нет, не это. Здесь тут я просто демонстрирую такой нюанс, что второй пальчик очень длинный. И, соответственно, в обуви, естественно, второй и страдает. Он постоянно втыкается в обувь, ну и плюс еще контактирует с первым, что, как следствие, вызывает вот эти боковые мозольки. А сложность ногтей заключается в том, что большой палец у нас вздернут вверх, чуть-чуть смотрит вверх. Это очень сильно затрудняет обработку и, конечно, дает о себе знать во время ношения обуви, потому что он всегда поднят. Это я сейчас показываю, что в обуви происходит. Большой палец поднят, а второй постоянно втыкается в обувь. И нога, кстати, еще очень-очень узкая у нее, и, соответственно, во всей обуви она все время падает вперед. Вот что ни делай, постоянно падает вперед. Но зато шириной никаких проблем нет. Сам ноготочек достаточно глубоко посажен. И вот здесь вот по синусам, по боковым частям ногтевой пластины все это провалено вовнутрь. Это вызывает сложности во время обработки и очень частые пропилы. Находила я на ее ногтях иногда после других мастеров. И не то чтобы мастера какие-то не очень хорошие, а дело в том, что здесь сложнее прям работать, прям намного сложнее. И сегодня я покажу фрезу. Вот, кстати, да, и она. Эта фреза называется «Безопасная». Это фреза от Biotech, и я ее прям, вот можно сказать, люблю в педикюре прям особенно, хотя и в маникюре я ей, так сказать, не брезгую. Да нет, странное на самом деле слово. Я очень люблю эти фрезы безопасные, потому что они тупые. Ей вообще невозможно что-то плохое сделать, потому что это твердосплавная фреза с тупыми гранями. Она, в общем-то, не делает абсолютно ничего, кроме того, что прекрасно разъединяет все, что нам нужно разъединить. Поднимает кутикулу, если необходимо, и в нашем случае прекрасно работает с боковыми пазухами. Потому что если мы будем пытаться открыть и разъединить с помощью пламени, морковки, да чего угодно, вероятность того, что я перепилю стенку боковую у ногтевой пластины на большом пальце, она прям очень-очень большая. Потому что хочешь не хочешь, а начнешь нажимать, ну и как следствие, конечно же, пилить сам ноготь. В то время как фреза безопасная, как видите, просто Ну вот я не могу даже другого слова найти, она выгребает все, что там копится, и при всем при этом она не спиливает саму ногтевую пластину. Но зато прекрасненько все вытряхивает и еще и птериги помогает зачистить. В общем, эта фреза моя помощница. Я люблю ее душевно и всем сердцем. Наверное, без нее все-таки работа с этими ногтями была бы очень-очень сложной. Собственно говоря, она и была раньше.
А сейчас уже долгое время я работаю именно так. И после этой фрезы уже можно воспользоваться тальком. Ну, тальк — это моя любовная любовь, наверное. Кто давно меня смотрит, вы знаете. Многие не понимают, зачем я вот это все сыплю. А мне нравится, когда кожа подсушена, когда там не осталось никакого жира, и когда алмазные фрезы работают как по масличку и не сбивается ничего вообще. Я считаю, что это очень-очень удобно. И я специально не стала вырезать этот момент. Именно так я наношу тальк. То есть сначала я им присыпаю, а потом я начинаю его как бы немножечко массировать. Жду секунд 30, ну, пока происходит этот небольшой массаж, и дальше все стряхиваю с помощью кисточки. После этого у нас не будет проблем в работе алмазных фрез. Тут у меня фреза с красным пояском. Я приняла решение делать очень-очень нежную, щадящую обработку, потому что ногтевая пластина здесь очень тонкая. Именно, кстати, по этой причине я не стала спиливать сам лак. Ну, а тут вот эта неприятность, наверное, с которой сталкивались все. Непонятная махрушка сбоку где-то в синусе. Она здесь образовывается по вполне понятным причинам. Здесь есть трение второго пальца о первый, и, конечно, там будет копиться кожа, она будет нарастать, потому что это ее нормальная защитная реакция. То есть то, что кожа вместе воздействия, трения какого-то нарастает, становится грубее и толще, это защитная функция кожи, защитная функция нашего организма. То есть когда на кожу идет давление или трение, она говорит: ай-яй-яй, на меня напали, караул, катастрофа, буду толще, буду прочнее, буду защищаться. Вот, собственно говоря, так все мозоли и происходят. А если мозоль стержневая, то, соответственно, давление идет очень точно прямо на одну точку. В общем, возвращаемся к нашей теме. Я, как всегда, немножко отошла. С помощью фрезы, которая, по-моему, называется пулька, ну, или я, как обычно, забыла. В общем, это, вы поняли, да, это клиника, это не лечится у меня. Я, наверное, никогда не смогу запомнить, какие фрезы, как называются, но это не важно. Главное, чтобы они работали. Вот, кстати, на втором пальце у нас есть свидетельство того, что он все время втыкается куда-нибудь, потому что у него на подушечке, вот на самом краешке самого пальчика все время есть сухость, там постоянно образовывается мозоль. А все почему? Потому что есть трение. И эту мозольку я убираю, если она небольшая, как в этот раз, то я убираю ее алмазной фрезой. Если прям сильно много, то тогда педикюрный диск уже пойдет у меня в ход. Ну, тут небольшой кусочек обработки малыша, мизинчика. Там ничего интересного, просто обычно мизинчик откопали, и все хорошо. А теперь вторая сторона, то есть я переключила с форварда на реверс и сейчас обрабатываю вторую сторону. Прошу обратить внимание на способ постановки фрезы. То есть я чуть-чуть разворачиваю ручку аппарата и работаю таким образом, чтобы носик фрезы у меня все-таки смотрел чуть-чуть вверх, а не втыкался в ногтевую пластину, потому что если он будет смотреть вниз, мы сделаем пропил, а нам так не надо, нам надо, чтобы красиво было. Дальше пилочка, как всегда, Nippon Nippers, ничего не меняется, все здесь стабильно. Основу взяла спененную, не нашла, просто под рукой тонкой не было, хотя на педикюр бы лучше тонкую. Сами ногти чуть-чуть прошлась бафом, просто для того, чтобы убрать какой-то желтый налет, пигмент, возможно, накрасила каким-то другим лаком, знаете, вот от красного иногда бывает. В общем, немножко бафнула. И дальше опиливаем свободный край. Вот здесь, кстати, на большинстве пальчиков ногти будут полукруглые. На большом же ноготочке я создаю небольшую линию такой улыбки по свободному краю. Но несмотря на то, что нет тенденции на врастание, углы я всегда стараюсь оставлять просматриваемыми. Но вот на втором пальце очевидный прям такой вот овал, и по-другому там не сделать, потому что мы помним, что этот ноготь постоянно трется в обуви. Дальше срез. Здесь ничего вырезать не стала, обычно я вырезаю ненужные движения, но вот оставила как есть. Вот так вот выглядит мой срез, и кусачки для меня это, наверное, самый любимый среди режущих инструментов. Я действительно в душе кусачница, несмотря на то, что в итоге научилась работать ножницами. У меня есть любимые модели S04J, которые я прям очень сильно люблю. Но мое сердце, наверное, навеки принадлежит кусачкам. Я люблю длиннополотные кусачки. Здесь обязательно оставлю ссылочку, картинка тоже выйдет, какие кусачки я использую, они как всегда. От Nippon Nippers это уже много лет неизменно, и, на мой взгляд, в педикюре кусачки, конечно, это просто, наверное, лучшее, что можно было придумать, потому что, срез кутикулы, ладно, можно и ножницами сделать, чего бы нет, и даже можно совершенно спокойно сделать аппаратный срез, но вот это
то, что мы не смогли спилить фрезой, то, что будет потом просто вот портить жизнь мастера-перфекциониста, вот этот вот непонятный кусок, лоскут кожи, конечно, можно убрать именно с помощью кусачек. Но важно не переусердствовать. То есть, как видите, у меня остался там маленький-маленький кусочек, и я не стала его доковыривать кусачками, потому что иногда ковыряешь, и в итоге там лохмотья, и ничего чистого не получается. Поэтому то, что срезалось, убрали кусачками, остальное сошлифовываем, сглаживаем фрезой уже с острым носиком. Здесь у меня фреза с красным пояском, я с помощью нее нивелирую все. Но важно помнить и понимать, что давление на ногтевую пластину в этот момент не осуществляется. Я всегда толкаю в кожу. Скорость здесь, кстати, абсолютно небольшая, 1010, ну край, может быть, 12 была. Я работала, как видите, на стронге, и, если честно, я уже отучилась на нем работать, потому что вот этот вертушок, который без цифр, это все-таки не особо удобно. Я предпочитаю, чтобы были обороты написаны. И, как видите, здесь вот в боковушке у нас все-таки есть небольшая мозолька, но так как моя клиентка ничего там не чувствует, я ее зачистила до максимально возможного состояния, но туда вовнутрь лезть не стала, потому что она там постоянно находится. Вот она, годы идут, ничего не меняется, эта мозоль там есть, потому что вопрос не в зачистке этой мозоли, а вопрос, конечно, в том, чтобы у нее нога не скатывалась вперед, чтобы у нее пальцы друг от друга не терлись, но пока, как говорится, нет такой возможности, потому что все равно обувь нормально она подобрать не может, все ей вываливается, шнурки, ну вот не затягивает, видимо, человек, ну так вот бывает. Ну, дальше любимые части, у нас тут кюреточки, ковыряшечки, подногтевое содержимое, но не так много она, честно говоря, подногтевого тут накопила, но тем не менее. Кстати говоря, перед этим я сбрызнула банальным антисептиком. Я очень люблю антисептик, ну, потому что хорошо убирает пыль, потому что быстро увлажняет. Кстати, обратите внимание на саму кожу. И это после обычного антисептика, ну, стандартный вот этот Total D, с которым я работаю. Это снова он. Я люблю все это почистить, все это помыть. И посмотрите, как аккуратненько, как хорошо у нас все получилось. Наверное, вы уже заметили, что на нижней трети ногтевой пластины у нас какая-то не очень такая приятная картина, есть изменение цвета. Напомню, эта девушка занимается танцами, танцует она на high heels, плюс имеет узкую стопу, все это все время сваливается вперед, и вот он оттоптанный, оттанцованный, отдавленный ноготь выглядит примерно вот так. Но большая часть ногтевой пластины уже сросла и восстановилась, и все-таки мы сделаем покрытие, но это будет лак, подацептическая серия от Domix. Поначалу мне вообще показалось, что это лаки, обычные какие-то там лаки прозрачные, а нет, они какие-то такие приятненькие, я хочу сказать, то есть у меня и на руках сейчас этот самый лак, я уже выкладывала видео, и на ноги здесь я покрываю тоже таким же, мне очень нравится его финиш, такой вот не глянцевый и не матовый, что-то такое вот в середине, и честно признаться, для меня покрытие лаком, оно какое-то все-таки такое очень успокаивающее, приятное. Не знаю почему, но мне очень нравится. Иногда я действительно хожу без покрытия и покрываю свои ногти просто лаком. И да, я умею красить лаком так, чтобы это носилось неделю или даже чуть больше, до 10-12 дней у меня получалось носить. Это при условии, что соблюдаешь технологию. Вот не поверите, да, но в лаках есть технология. А здесь у нас будет просто прозрачный лак для того, чтобы завершить нашу процедуру, чтобы было красиво. Вот, собственно говоря, так он выглядит после высыхания. То есть глянец есть, он ложится в тонкий-тонкий слой, но глянец такой чуть-чуть матоватый, я бы сказала. То есть видно, да, что он очень тонко ложится, а это значит, что он быстро сохнет. И, кстати говоря, хорошо держится уже долго на мне. Ну, а на этом у меня все. С вами была Алена. Пока-пока.